Сотрудники автосалона Hyundai в бразильском штате Эспириту-Санту давно обратили внимание на бездомного пса, который словно патрулировал территорию вокруг здания. День за днем он появлялся у стеклянных дверей, с интересом заглядывая внутрь и наблюдая за происходящим. В его взгляде читалось что-то особенное, не просто просьба о еде, а искреннее желание стать частью этого чистого, светлого мира за стеклом. «Смотрите, наш друг снова здесь», — говорили между собой сотрудники, замечая знакомый силуэт у входа. Пес никогда не проявлял агрессии, не попрошайничал навязчиво, просто был рядом, словно ждал своего шанса. И однажды этот шанс представился. В тот день над городом разразился особенно сильный ливень. Потоки воды превратили улицы в бурлящие реки, а бездомный пес, промокший до нитки, жался к стене салона, пытаясь найти хоть какое-то укрытие от стихии. «Не могу больше смотреть на это», — решительно сказал один из менеджеров, направляясь к выходу. Открыв дверь, он поманил пса внутрь. «Иди сюда, приятель. Погрейся». Пес, словно не веря своему счастью, осторожно переступил порог. С его шерсти стекала вода, образуя лужицы на идеально чистом полу, но никто не обращал на это внимания. Все смотрели, как достойно держится этот бродяга, никакой суеты, никакой навязчивости. Он просто стоял, благодарно глядя на своих спасителей. «Нужно его накормить», — предложил кто-то, и вскоре перед псом появилась миска с водой и остатки обедов сотрудников. Никто тогда еще не знал, что этот дождливый день станет началом удивительной истории. Истории о том, как обычный бездомный пес не просто нашел крышу над головой, но и получил работу своей мечты, став настоящей звездой автосалона по имени Tucson Prime. Первоначальный план был прост – приютить пса временно, пока не найдется для него постоянный дом или хотя бы место в приюте. Но Tucson Prime, как его назвали сотрудники в честь популярной модели автомобиля, явно имел другие планы на свое будущее. «Вы только посмотрите на него», – удивленно качал головой директор салона, наблюдая, как пес встречает посетителей. «Он ведет себя так, будто здесь работает». И действительно, Тусон демонстрировал удивительное понимание рабочей этики. Он никогда не лаял без причины, не приставал к клиентам, не портил дорогие автомобили. Вместо этого он с достоинством прогуливался по салону, словно инспектируя территорию, и радушно вилял хвостом при виде каждого нового посетителя. «Знаете, а ведь люди специально возвращаются, чтобы его увидеть», заметила однажды одна из сотрудниц. «Вчера семья приходила второй раз, говорят, дети не могли уснуть, все спрашивали про собаку из автосалона. Решение пришло само собой, Тусону выдали официальный бейджик сотрудника. Теперь он не просто жил в салоне, а работал там. Его первой должностью стала позиция талисмана компании, но очень скоро стало ясно, что этот пес способен на большее. Удивительно, но когда Тусон рядом, клиенты как-то расслабляются, делился наблюдениями менеджер по продажам. Выбор машины – это всегда стресс, а тут подходит этот хвостатый консультант, и атмосфера сразу становится душевнее. Для Тусона оборудовали специальный уголок с удобной лежанкой, красивыми мисками и игрушками. Сотрудники составили график дежурств по его выгулу и кормлению. А пес, казалось, с каждым днем все лучше понимал свои обязанности и старался изо всех сил быть полезным. «Иногда я думаю», — говорил директор салона, глядя, как Тусон важно обходит ряды автомобилей. «Может быть, это не мы его нашли, а он нас выбрал, как будто точно знал, где его место и какая работа ему подойдет». Никто не мог предположить, что обычный бездомный пес сделает автосалон в Эспириту-Санту известным на весь мир. Но именно это и произошло с появлением Тусона Прайма. Фотографии элегантного пса в фирменном бейджике, обходящего ряды новеньких Hyundai, быстро разлетелись по социальным сетям. «Смотрите, у него уже больше 100 тысяч подписчиков в сети», восхищалась секретарь салона, просматривая страничку Тусона. А ведь ему всего год. Настоящая история успеха. Но успех измерялся не только лайками и репостами. С появлением необычного сотрудника в салоне что-то неуловимо изменилось. Клиенты стали чаще улыбаться, дольше задерживаться, чтобы пообщаться с четвероногим консультантом. Многие возвращались даже после покупки автомобиля, просто чтобы навестить полюбившегося пса и принести ему подарок. «Знаете, что самое удивительное?» – рассказывал менеджер по продажам журналистам. «Наши продажи действительно выросли. Тусон создает такую атмосферу доверия и уюта, что людям становится легче принимать решения.
В салоне теперь часто можно было увидеть, как важный клиент, обсуждающий комплектацию дорогого автомобиля, вдруг прерывался на середине фразы, чтобы погладить подошедшего Тусона. И это не мешало бизнесу, наоборот, помогало создать ту самую непринужденную обстановку, в которой рождаются лучшие решения. Мы даже график его работы составили, с улыбкой говорил директор. У него есть свой кабинет, уютный уголок с лежанкой, где он может отдохнуть. Каждый день кто-то из сотрудников выгуливает его. А еще мы заметили, что он удивительно аккуратен с машинами, никогда не поцарапает, не испортит обивку. История Тусона Прайма стала чем-то большим, чем просто рассказ о бездомном псе, нашедшем работу. Она показала, как доброта и открытость могут изменить жизнь не только одной собаки, но и целого коллектива. Как случайное решение впустить промокшего пса в дождливый день может привести к удивительным переменам. Иногда самые важные сотрудники приходят не через кадровое агентство, шутил директор, наблюдая, как Тусон с важным видом провожает очередного довольного клиента. Иногда они просто появляются у твоих дверей и своим примером показывают, что значит по-настоящему любить свою работу. А Тусон Прайм, словно понимая, насколько важна его миссия, продолжал каждый день встречать посетителей своей неизменной улыбкой и виляющим хвостом, превращая обычный поход в автосалон в незабываемое приключение. Ведь кто знает, может быть, именно в этом и заключается секрет настоящего успеха – делать мир чуточку добрее, один вильнувший хвост за раз.